Приветствую всех на своем канале. Сегодня рассмотрим все неисправности доводчика, а также способы их устранения. У меня в наличии, как вы видите, 3 доводчика, 2 доводчика фирмы Nora и 1 доводчик фирмы BAP. Вот на примере вот этого маленького доводчика мы разберем все неисправности, а также узнаем, как залить масло и прокачать сам доводчик. Что хочу сказать. Вот в этом доводчике, в маленьком, с тыльной стороны нет вот такой вот заглушки. Здесь вот, в этом доводчике, заглушка есть. Почему так сделано? Если раскрутить вот эту вот заглушку, здесь находится пружина, тут находится поршень. И с речными насечками для зацепления вот с этим валом, на котором находится тоже шестерня. Коль здесь с тыльной стороны на этом доводчике вот этой заглушки нет, то мы будем разбирать доводчик, откручивая вот данную пробку, данную заглушку. Еще что я хочу сказать по поводу вот этого доводчика. Почему на его примере? Дело в том, что он, будучи стоявший на двери, стал некорректно работать. То есть он ни вправо, ни влево. Вот он сюда. Вот вы слышите щелчки? Там что-то щелкает, перескакивает. То ли шестерни перескакивают на поршне и на этом валу, то ли они обломались. Но суть в чем, доводчик не работает. Поэтому на его примере я вам сейчас все покажу, расскажу, неисправности. Даже из собственного интереса я его разберу, чтобы посмотреть, что там конкретно сломалось. Приступаем. Закручиваю в тиски. И что нам надо сделать? Первым делом открутить вот эту пробку. Но это я так грубо сказал, пробка. Называется она по-другому. Сейчас одеваю перчатки, потому что нам дело предстоит с маслом. Да и так. Беру ключ. Сразу скажу, что все гайки, винтики и шпунтики очень тяжело откручиваются. Особенно вот эта вот торцевая. Поэтому надо будет приложить немало усилий, чтобы открутить данные заглушки. Здесь я уже маломальски подготовился, поэтому данную пробочку, она у меня легко пошла. Еще чего легко она пошла, потому что здесь нечему ржаветь, везде масло находится. Вот масло выступает наружу, сейчас возьму тряпочку, потому что, чтобы не облиться. Хотя, как вы видите, тут вот сделаны специальные пазы под специальный ключ. Но у меня, соответственно, такого ключа нет, поэтому откручиваю чем могу. Внутри находится масло. Где находится само колечко, я сейчас тоже вам покажу, чтобы наглядно было. Так, вот смотрим вот сюда вот. Но тут везде все черное, но суть в чем? Вот оно колечко само. Я потом покажу, как оно вытаскивается. Вот оно за буртиком, за беленьким. И как оно меняется. А сейчас я схожу, вылью масло, чтобы тут не облиться. Масло, как вы видите, черное. Сразу видно, что шел рабочий процесс. Вот, пожалуйста, масло. Пойду сейчас вылью. Но масло очень черное. Так, вытираем все. Сейчас будем вот этот вал вытаскивать. Вытаскивается он довольно-таки легко. Сейчас я вот с обратной стороны, здесь вот такая декоративный колпачок. Я его сниму, чтобы он нам не мешал. И теперь что мы? Вытаскивается этот вал просто вытягиванием вверх. Я чего его хочу снять? Чтобы посмотреть на его зубья, в каком они состоянии. Действительно ли они сломались. Да, очень туговато. Что-то вот перещелкивается.
и на бок становится он. Не знаю, получится у меня снять его. Наверное, нет. Поэтому давайте, я спешить не буду. Откручу вот эту вот заглушку с торца. Потому что если шлицы на поршне находятся не до конца, то пружине не удастся вытолкнуть поршень наружу. Ну, давайте сейчас посмотрим, что сейчас получится. Потому что я сам не знаю. Это мои предположения. Что я сделал? Я подготовил. Вырезал. Не вырезал, а обточил шляпку болта, чтобы вот она туго заходила вот в эту заглушку. Шестигранника у меня, конечно, такого нету. Тем более работаем мы не в заводских условиях. Еще раз повторю, вот эти вот все заглушечки очень туго и тяжело откручиваются. Честно говоря, я даже использовал вот такой вот большой разводной ключ, чтобы сорвать вот эту гайку. Сейчас я вам уже покажу готовый вариант. Так, ровно ставим. Рукой поддерживаем. И с усилием начинаем откручивать. Даже и не знаю, выстрелит сейчас или не выстрелит. Но держу сильно. Так, пошла от руки. Держу с усилием. Так. Вот вроде бы открутилось. Довольно-таки. Так, потекло масло. Довольно-таки хорошо я ее открутил. Так, вижу здесь какая-то прокладка, которая вся порвана. Если получится, то мы ее заменим обязательно. Да, вот как раз тут есть паз под прокладочку. Теперь нам надо посмотреть, что там внутри и как нам дальше все это разобрать и вытащить. Что мы здесь видим? Вот он сам поршень. И перепускной клапан вот здесь находится. Сейчас я выкручу вот эти вот регулировочные винты два. Один винт отвечает скорость закрывания, а второй винт дохлоп. Ну, это как вот перед самым закрыванием сразу движение двери уменьшается и по чуть-чуточку оно дотягивает. Так, вот так вот сейчас я подковырну. Тут не в памяти льется масло. Меня вот это вот напрягает. Все залил уже. Вроде бы и сливал. Так, теперь... Ладно, с винтами чуть попозже, когда будем масло заливать. Сейчас нам надо вытащить вот этот вал. Что я могу придумать? Чтобы его вытащить, надо нам его освободить, чтобы его пружина не поджимала к поршню. Что для этого надо сделать? Сейчас поищу гаечку, вот сюда вот. Хочу вот так вот поставить гаечку, может быть даже две. И при помощи тисков надавить на сам поршень, чтобы он сжал пружину и освободил вот этот вот вал со шлицами. Сейчас буду пробовать. Сперва с одной гаечкой. Вот поэтому я и взял маленький доводчик для разборки. Потому что с ним удобно работать. С большим я, конечно, бы так уже не смог проделать. Мне просто-напросто бы тисков бы не хватило. Вот я подложил сейчас гайку и начинаю стягивать тиски. Гайка утопилась.
Я так думаю, сейчас по-другому чуть попробую. Сам первый раз разбираю, поэтому вот думаю, как сделать, чтобы разобрать. Так, давайте попробую постукиванием. Вот постукиванием вышло. Вытащил, вот как я говорил, вал. Ага, все ясно. Вот вы видите зуб на шестерне. Вот как он изогнулся. Это, скорее всего, от неправильной эксплуатации доводчика. Или руками закрывали дверь. Сам он самостоятельно так не смог бы согнуться. Вот в чем причина. Но мы это тоже можем отремонтировать. Покажу как. Теперь нам бы желательно вытащить сам поршень. Потихоньку откручиваю, потому что там пружина. И вот, ай, полилось масло мне в руку. Откуда ж столько много масла там? Так, смотрим тут, что у нас пружина цела. Так, вот сама пружина. Масло. Так, больше там ничего нет. Ладно, это я сейчас помою, почищу. Это нам пока не надо. Давайте посмотрим, что у нас тут с поршнем с самим. А поршень все. Так, переворачиваем, смотрим, да. Вот они, стертые шлицы на самом поршне. Ну, попробуем отремонтировать, но вряд ли у нас тут что получится, потому что, короче, вот этот вал, вот с этой шестерней, вот так вот ходит в зацепление. И, соответственно, перемещает поршень влево-вправо. На поршень воздействует пружина. И также для плавного закрывания-открывания циркулирует масло. Вовнутрь поршня, выходит сюда и обратно по каналам. Ну вот, это я вам все рассказал. Мы посмотрели, что действительно, да, доводчик сломан. И сломан довольно-таки серьезно. Поэтому, как я могу его отремонтировать? Я могу только вот этот вот вал с шестерней перевернуть на 180 градусов. То есть, стоял он вот так. Вот так. При сборке доводчика я его могу поставить вот так. Ну, я думаю, что будут работать хорошие зубья, а плохие, вот эти вот погнутые, будут сверху. Ну, попробую. Ну, конечно, по-хорошему этот доводчик надо выбрасывать или менять поршень и сам вал. Ну, давайте соберем, чтобы было понятно сам процесс сборки. Так, эту ставлю я сюда, где и было. Это сеточка. И, как я говорил, здесь клапан находится перепускной. Его мы трогать не будем. Сейчас я здесь сделаю маленькую уборочку, чтобы нам собрать и вот освободиться от этого грязного масла. И продолжим. Так, ну давайте я буду собирать и по ходу вытирать. Вставляем пружину. Вот пружина должна вот так стоять. Где у нас шлицы? Вот они. Шлицы должны быть вот к этой части, к нам. Так как тут будет вал. Устанавливаем. Установили. Теперь нам надо сжать поршень. По нашей методике сжимаем вот таким способом. И заодно сейчас посмотрим, где будет битые зубья.
Так, ну вот появились зубья. Вставляем вот этот вот вал. Вот я перевернул на 180 градусов и вставляем. Чуть-чуть пошевелили. Можно даже вот так вот. Так. Ну вот у нас вал с шестерню встал. Теперь поршень не должен выскочить. Да, вот пожалуйста, все. Поршень у нас стоит в своем положении. Теперь остановлюсь на замене колечек. Так, меняем колечки. Если, к примеру, у вас масло потекло между валом и вот этой вот заглушечкой, крышечкой, вот здесь вот и здесь, это их болезнь. Там, где регулировочные винты, редко масло течет, потому что там хорошие уплотнительные кольца. В основном течет здесь. Что мы делаем? Откручиваем здесь и откручиваем вот здесь. Потом смотрим, я уже вам показывал. Вот внутри колечко. Его надо будет подцепить. Вот так вот. Довольно-таки неудобно, но вот я взял шило. Так, вот оно колечко. Еще раз повторю, если у вас масло потекло, меняйте колечки. Менять их довольно-таки просто, ничего тут сложного нет. Сейчас мы посмотрим размеры вот этого колечка. Внутренний диаметр 1 сантиметр 4 миллиметра. Наружный 1 сантиметр 9 миллиметров. Еще раз, внутренний 1 сантиметр 4 миллиметра, наружный 1 сантиметр 9 миллиметров. Это вот размеры кольца. Они, я хочу вам сказать, стандартные, потому что вал сам стандартный. Ну и, соответственно, диаметр и колечки самые тоже стандартные. Заменили колечко и вставляем его. Ставить надо там внутри есть паз. В него и вставляем. Можно с одной стороны, можно с другой, кому как удобно. Я сейчас перчатки сниму, потому что в перчатках плохо. Можно вот так вот раз. Попали там в пазик. И пошли вкладывать. И оно само станет. Отверточкой подправляем. Вот здесь стало. Ну вот, как вы видите, я его поставил. Я понимаю, темновато, но вот оно стоит. Теперь все. Коль мы заменили колечки, масло уже отсюда течь не будет. Теперь мы сейчас переходим к заправке доводчика маслом и его прокачке. Все это тоже делается довольно-таки легко и просто. Чтобы масло отсюда не вытекало, когда мы будем заливать, закручиваем данную заглушку на место. Она у нас там чуть перекосилась из-за поршня, но я ее сейчас поставлю на место. Чтобы закрутить данную заглушку, я перевернул доводчик и снова при помощи гайки сжал поршень, чтобы освободить вот этот шток, чтобы он свободно, вот как вы видите, ходил. А то иначе пружина его поджимает, он становится на бок и не могу закрутить вот эту пробку. Теперь вот, пожалуйста, спокойно наживляю и дальше закручиваю в доводчик. Так вот, туго закрутили. Становится этот рычаг? Становится. Так, все нормально. Теперь откручиваем тиски. И сейчас вы увидите опять, как обычно, вот она гайка.
и поршень остается там внутри. Сейчас сверну тиски. Обязательно перед заправкой доводчика маслом надо выкрутить вот эти два винта, так как через них мы тоже будем заливать масло. Раз вытащил. Сейчас одной отверткой кручу, а другой поддеваю и тяну вверх, чтобы хоть шляпка вышла вверх, чтобы можно было за что-то зацепиться. Пробуем. Опа. С трудом, но вытащил. Посмотрим. Эти два винта одинаковые, поэтому можно и туда, и сюда, но желательно закручивать так, как они были. Теперь, коль у нас тут доводчик вот так вот раскрыт, чтобы не мучиться, не заливать вот эти вот два отверстия, мы сейчас сделаем по-другому. Зальем масло непосредственно там, где находится сам поршень. Масло можно использовать машинное, можно использовать для гидравлики. Можно использовать такое, чтобы зимой оно не густело, если доводчик будет стоять на улице. Заливаем, пробуем, смотрим. Сейчас мне надо чуть повыше поднять, чтобы я мог рычагом прокачивать. После того, как вовнутрь поршня залил масло, ставим заглушку. Сюда колечко меняем, потому что наше было порвано. И закручиваем. Можно, конечно, когда доводчик находится в таком состоянии, несколько раз качнуть рычагом. Для того, чтобы оттуда вышел воздух и поршень стал ходить вверх-вниз. Еще раз повторю, это я вам показываю как образец, как надо заправлять доводчик и что делать. Заправляем маслом. Так, внутри у нас там масло. Теперь надо масло залить вот в эти два отверстия. Некоторые делают разные приспособления. Я эти доводчики разбираю раз в год, поэтому использую что? Шприц. Снял иголку и заполняем отверстие маслом. Да, немного выльется, но тут не без этого. Теперь, вот оно уже ушло. Здесь где-то масло около 100 грамм. Точно не могу сказать, потому что в зависимости от доводчика, какой он, большой или маленький. Ну, суть в чем, вот оно опять ушло, масло. Вам не видно, но вот я вижу, отсюда выходит воздух. И рычаг сам опускается. Все-таки масло вытесняет воздух. Вот пузырик вышел. Вот такими движениями вверх-вниз прокачиваем доводчик. Все, масло ушло, еще наполняем. Так, ну принцип заливки и прокачки масла в доводчике понятен. Теперь мы собираем сам доводчик, закручиваем вот эти винты регулировочные, закручиваем не до конца. В принципе, доводчик у нас готов к работе. Как его отрегулировать на двери? Устанавливаем на дверь, открываем дверь до конца, до упора. Закручиваем вот эти вот винты тоже до упора.
Затем верхний винт откручиваем на полоборота и смотрим, как у нас закрывается дверь, быстро или медленно. Если нам надо быстро, откручиваем винт еще. Если медленнее, то закручиваем. После того, как дверь дошла до дохлопа, откручиваем нижний винт. Также смотрим, быстрее или медленнее нам надо, чтобы дверь закрывалась. Соответственно, откручиваем, дверь пошла быстрее. Закручиваем винт, дверь пошла медленнее. Вот на этом вся регулировка двери закончена. Дверь и доводчик готовы к эксплуатации. На этом я хочу закончить свое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Жду вас на своем канале. Все, всем пока.